Друзья, всем привет! Это канал Фактограф, и сегодня мы отправимся по миру искать редкие, но съедобные плоды. В нашем обыденном рационе часто преобладают привычные фрукты и овощи, такие как яблоки, бананы и морковь. Но что если мы скажем вам, что существует множество экзотических и необычных плодов, которые могут открыть вам мир новых вкусов? В этом видео мы покажем вам уникальные дары природы, которые редко встречаются на полках магазинов. Вы узнаете о таких фруктах, как табон-табон, катмон, джамбалан, сантол и других малоизвестных плодах. Мы расскажем, где они растут, какой у них вкус и как их правильно есть. Приготовьтесь открыть для себя мир необычных вкусов и ароматов. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить наши новые видео. А теперь давайте вместе погрузимся в атмосферу гастрономического приключения. Катмон. Чтобы отведать катмон, вам нужно отправиться на Филиппины, где растет это вечно зеленое дерево в лесах на низких и средних высотах страны. Растение производит круглые плоды диаметром около 15 сантиметров, окутанные чашелистиками. Мягкая, мясистая, зеленая и, самое главное, съедобная мякоть имеет вкус, похожий на кислое зеленое яблоко. Плоды катмона можно есть свежими или использовать в качестве добавки для различных блюд. К примеру, катмон используют для приготовления соусов, джемов и приправы для рыбы. Еще кислую мякоть плода смешивают с сахаром, чтобы сделать традиционное лекарство от кашля, и даже используют как средство для мытья волос. Табон-табон. Этот дикий тропический фрукт широко распространен в Таиланде, Малайзии и на островах в южной части Тихого океана. Деревья табон-табон растут в смешанных диптерокарповых лесах, а также на болотах и вдоль рек. Этот фрукт традиционно используется для приготовления кинилав – филиппинского блюда из сырых морепродуктов. Внутренняя часть табон-табона белая и на вид напоминает человеческий мозг. Мякоть имеет вяжущий вкус, который отлично устраняет рыбный запах морепродуктов. Увидев плод хала, сразу и не поймешь, можно ли его есть. Этот удивительный фрукт похож одновременно и на странную сосновую шишку, и на мутировавший ананас. Фрукт хала – это экзотический плод, коренной обитатель тропических областей восточного полушария Земли. Он представляет собой соплодие из плотно прижатых друг к другу ягод и костянок. Они могут быть красного, оранжевого, желтого, белого цвета или сочетать в себе несколько оттенков. Вкус мякоти напоминает сахарный тростник или пасту из свежей травы с легким ароматом ванили, кокоса или манго. Ваши впечатления будут зависеть от того, в какой стране и в каком регионе вы пробуете эти фрукты. Деревья, на которых созревают ананасовидные плоды, также различаются по внешнему виду. В зависимости от природных условий, они могут быть и низкими кустарниками, и достигающими 30-метровой высоты деревьями. Лукума. Лукума – тропическое плодовое дерево, родом из Перу, Чили и Эквадора. Плоды лукума имеют зеленую или коричнево-зеленую мякоть, сухую и твердую по текстуре. Они имеют овальную форму длиной до 10 сантиметров, достаточно нежную и тонкую кожуру, которая окрашена в коричневато-зеленый цвет. Внутри плода мучнистая мякоть желтого цвета, пропитанная латексом до конечной фазы созревания. Вкус очень насыщенный, сладкий, напоминающий запеченный сладкий картофель. Когда плоды поспевают, они падают на землю, но употреблять их можно только тогда, когда фрукт станет мягким. Спелые плоды лукумы едят в свежем виде, тушат в сиропе, добавляют в пироги, консервируют. Звездчатое яблоко или каймито. Плоды звездчатого яблока округлые или овальные до 10 см в диаметре. Кожура тонкая, гладкая, от зеленого до фиолетового или коричневого цвета, в зависимости от сорта. Под кожурой слой корки того же цвета, что и сама корка. Мякоть тоже варьируется от белого до фиолетового цвета. Она сочная, сладкая, липкая, желеобразная. На вкус звездное яблоко нежное, сладкое. Внутри твердые коричневые косточки длиной до 2 сантиметров. При разрезе зеленого плода явно видно очертания звезды с множеством лучей. Как его едят? Обычно разрезают пополам и выбирают содержимое ложкой. Кожица у звездчатого яблока несъедобна, она очень горькая и содержит млечный сок. В настоящее время плодовые деревья звездного яблока культивируются в тропических странах, таких как Индия, Южная Америка, Малайзия, Танзания, Западная Африка и Вьетнам. Саламандровое дерево или бигнай.
Это вид вечно зеленых плодовых деревьев из Азии и Австралии. Бигнай представляет собой достаточно высокое дерево от 15 до 30 метров. Плоды бигная, собранные в кисти, кругленькие костянки, диаметр которых не превышает 8 мм. На вид чем-то напоминают виноградные гроздья. Гроздья выглядят очень эффектно, поскольку плоды на дереве созревают неравномерно, и на одной кисти частенько можно увидеть как только завязывающиеся, так и спелые ягодки. Кожица плода тонкая и жесткая, при повреждении обильно выделяет ярко-красный сок. Если оставите пятно, то отстирать с одежды не сможете даже суперсовременными моющими средствами. Внутри плода находится белая мякоть с бесцветным соком и одной крупной косточкой. Недозрелые плоды очень кислые, при созревании становятся сладковатыми. Из них готовят джемы и желе, а также едят в необработанном виде. Кисусу. Это самый необычный и малоизвестный фрукт острова Борнео. Борнео – третий по величине остров в мире и единственный морской остров, разделенный между тремя государствами – Индонезией, Малайзией и Брунеем. Остров находится в центре Малайского архипелага в Юго-Восточной Азии. Кисусу самый странный, но в то же время самый вкусный фрукт острова Борнео. Он растет только в дикой природе. В наши дни это считается редкостью. Фрукт известен тем, что он имеет уникальную форму, похож на звезду. Съедобная часть фрукта – выступающие семена оранжевого цвета. Семена мягкие, неплотно прилегают и легко вынимаются. Поверхность семян жирная. Их мякоть имеет сладкий вкус с легкой кислинкой и тропический аромат. Джамбалан. Вечно зеленое, быстрорастущее дерево высотой до 30 метров. Его листья обладают отчетливым запахом скипидара. Но взгляните на эти плоды. Сочные ароматные ягоды темно-фиолетового цвета. Мякоть фиолетовая или белая. Имеет приятный сладковатый вкус. Также внутри есть одно или несколько зеленых или коричневых семян. Плоды джамбалан употребляют в свежем виде, а также перерабатывают в десерты и прохладительные напитки. Родиной джамбалана принято считать восточную часть Индии, где по сей день растения встречаются в диком виде, а также высаживаются вдоль дорог для создания тени и защиты от ветра. Сегодня это растение культивируют во многих тропических и субтропических регионах. Гандария или марианская слива. Это вечнозеленое дерево родом из Юго-Восточной Азии, является близким родственником манго. Но в отличие от манго, марианскую сливу не нужно чистить. Правда, и плоды у нее меньше, всего 2-5 сантиметров. Спелые плоды обладают сладким вкусом с небольшой оттеняющей кислинкой. Кожица плотная, но съедобная. Хотя некоторые предпочитают ее очищать. Мякоть сочная, мягкая и слегка волокнистая, чем-то похожа на мякоть спелой хурмы. Во вкусе прослеживаются нотки той же хурмы, манго и совсем чуть-чуть абрикоса. Незрелые плоды содержат клейкий млечный сок и имеют более кислый вкус. Спелую марианскую сливу употребляют в свежем виде, наслаждаясь ее натуральным вкусом. Незрелые плоды часто используют в салатах или маринуют, добавляя в карри и соусы. Сантол. Это мелодичное название принадлежит тропическому растению семейства мангостина, происходящему из Юго-Восточной Азии. Плоды сантола имеют округлую форму от 8 до 15 см в диаметре с длинной плодоножкой. В зависимости от сорта может быть от желтоватого до коричневого цвета, сверху кожура немного бархатистая. Цвет плода обычно неровный, с пигментациями по всей поверхности. Под довольно толстой кожурой скрывается беловатая, непрозрачная мякоть, похожая на чесночные дольки. Внутри каждой дольки находится крупная коричневая косточка, которую кушать не рекомендуется, так как она обладает слабительным эффектом. Мякоть сочная на вкус, бывает кислая или кисло-сладкая, с нотками персика и манго. Как правило, плоды желтоватых сортов более сладкие. Сантол можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты или десерты. Дэрэнкоуза или кизил японский. Это изящное декоративное дерево, происходящее из Восточной Азии.
Его родина – Япония, Корея и Китай. Дэрен Коуза ценится за свои красивые цветы, эффектную осеннюю листву и за фантастические съедобные плоды. Розово-красные плоды растения совсем не похожи на знакомый нам кизил. Они скорее на вид напоминают малину или личи, а по консистенции – землянику. На вкус они сладкие и немного терпкие. Плоды созревают в конце лета или начале осени, обычно в сентябре. Их можно употреблять свежими или использовать для приготовления варенья, джемов и компотов. В некоторых странах ягоды кизила японского используют не только в кулинарии, но и в виноделии. Кроме того, это растение выращивают не только в качестве плодовой культуры, но и в декоративных целях. Морской виноград. Если вы будете во Флориде или на Бермудских островах, то там можно встретить этот чудо-фрукт – морской виноград. Морской виноград – это народное название плодового дерева, обычно высаживаемого на морских побережьях, как идеально подходящего для песчаной почвы и соленого воздуха. Плоды растут гроздями, и они несъедобны в незрелом состоянии, как у обычного винограда. Однако визуально они отличаются. Плоды круглые, диаметром 2 см, с деревянистой пурпурной кожицей, под которой находится тонкий слой мякоти сладкого мускатного вкуса. При созревании плоды приобретают пурпурно-фиолетовый цвет. Еще стоит отметить, что в каждой ягоде косточка занимает больше места, чем мякоть. Роллиния слизистая или бериба. Роллиния – быстрорастущее листопадное дерево высотой от 4 до 15 метров. В диком виде встречается на обширной территории от Северной Аргентины и Бразилии на юге до Южной Мексики и Антильских островов на севере. Что касается вкуса плодов, то они очень необычные. Имеют коническо-сердцевидную форму, желтую кожуру и шиповатую поверхность. В диаметре вырастают до 15-20 сантиметров. Мякоть плода роллинии имеет белый цвет, кремообразную консистенцию и многочисленные черно-бурые эллиптические семена. По вкусу бериба напоминает смесь яблок с лимонами, только в отличие от этих двух фруктов она очень сладкая. А теперь представьте, что вы вдруг оказались в заморских краях, и у вас появилась возможность отведать один из этих 13 плодов. Какой из них вы бы выбрали? Делитесь в комментариях. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр.